Не успел, как этот ест. Стоя? Да. А я себя. И я себе чуть-чуть наложил на завтрак. Время, ну как обычно, мы опаздываем. Мы, как обычно, Все виновата Ира, наверное. никуда не опаздываем. Серега, передавай привет. А куда он, далеко? Он знает, что нам в другую сторону? Все, поехали. Так, остановились мы в Изобильном. И все знаете почему? Потому что смотрите, какое совпадение. У моей голды перегорела левая фара, и у Серегиной голды перегорела левая фара. Сергей, передайте привет телезрителям. Итак, ну что, всем привет, друзья. И у нас очередная поездка. И поездка у нас на этот раз не такая далекая, как обычно. Мы едем в сторону, как вы видели уже в самом начале нашего видеоролика, в город Севастополь. Едем мы, получается, через Крымский мост. В принципе, до Крымского моста мы хотим проехать по новой платной дороге, по объездной мимо Краснодара. И, получается, промчаться на сам Крымский мост, и там уже по Тавриде поехать в сторону Севастополя через Симферополь. Поскольку пробег у нас в одну сторону примерно в районе 2000 километров, то, получается, мы, конечно, пораньше встали. Ну, как вы видели, хотели, конечно, пораньше, но стартанули, в принципе, в районе 6 утра. В этой поездке у нас, как видели, новый путешественник с нами. Его Сергей зовут, тоже на белой голде, получается. И, ну, Дмитрия вы уже видели в прошлых роликах. И моя супруга Ирина. Изначально, конечно, эта поездка, она не планировалась как поездка какого-то выходного дня. Да и, в принципе, пробег это довольно-таки не пробег выходного дня. У нас по планам было посмотреть старый Севастополь, показать Дмитрию как раз все вот такие достопримечательности этого города, поскольку мы там были уже не раз. Сергей, в принципе, тоже посещал этот город. И помимо этого мы все-таки едем туда к 9 мая. И поэтому хотелось бы посмотреть парадную часть. Все-таки, как ни крути, это город-герой. Ну и всякие вот эти гуляния, которые будут в этом городе происходить, ну, в тот момент, когда мы туда прибудем. Занимаемся яйцами. Яйцами. Сосиску так эпично держишь. Только яйцо одно, блин. Это странно, блин, это все. Одна сосиска нормально, а вот то, что яйцо одно, это, конечно, странно. Сними красивую тряпочку. Мужчина купил, еле нашел. Специальная, дорогущая тряпка. Ну, это получается, мы в районе Пластуновской остановились, перекусили, потому что у нас уже, ну, кстати, и знак. Мы, получается, уже будем выезжать на платную дорогу. И на платной дороге не особо здесь пока остановок, кафешек каких-то. Только в основном какие-то заправки и все. Поэтому мы решили перекусить тем, ну, что набрали с собой из дома, и рвануть в сторону уже Крымского моста. Получается, насчет платника здесь тоже история интересная. Мы когда подъезжали к оплате, ну, терминала, здесь же ввели, ну, два типа оплаты. Один тип оплаты, когда вы подъезжаете к терминалу, а дальше оплата с вас снимется, вы проедете, ну, вот этот платный участок, а потом будет другой еще платный участок. И там не будет вот таких вот терминалов, как здесь. Там просто по номеру вам приходит сообщение на госуслуга, что у вас, ну, вам нужно оплатить проезд. Здесь, кстати, на вот этом терминале, ну, блин, я еще хотел с ними поругаться, но времени уже не было. Мы когда подъехали, у нас почему-то транспорт тип 2 опознался. Ну, я сначала растерялся, уже потом, мы когда с ребятами остановились дальше, я начал спрашивать, у всех транспорт тип 1, ну, легковой автомобиль и мотоцикл. А у нас получилось как грузовик, ну, не грузовик получается, а как газель.
Вообще, конечно, ну, хорошая мысля приходит опосля, а вообще надо было, ну, по 2 мотоцикла проходить, получается, подъезжать, оплачивать как за обычный транспорт, и по 2 мотоцикла спокойно успевает проезжать. И, по сути, ну, за это особо не гоняют. Единственное, где нас, конечно, за это очень сильно поругали, это как-то вот мы в Турции пытались так проехать. Ну, здесь, в принципе, лояльно относятся к этому у нас в России. Потому что я знаю, товарищи ездят в сторону Москвы и часто так делают, если, ну, едешь более чем 2 мотоцикла. Поэтому в 2 без проблем проезжайте. Ну, не призываю, у каждого, как говорится, свой путь. Вообще, конечно, надо отдать должное, да, путешествие на Крым сейчас из нашего региона, да и, в принципе, из Ростовской области, да, с этой стороны, если вы будете ехать, оно реально облегчилось, потому что, ну, накручиваешь дополнительно, может быть, где-то километров 20, а по факту из-за того, что вот такая вот отличная дорога, да, 2 полосы в одну сторону, 2 полосы в другую, ну, довольно-таки свободная, кстати, она. Этот участок нам обошелся в районе, но я не беру вот эти ошибочные оплаты, которые они мне насчитали, он обходится на легковой машине в районе 1100 рублей. И, кстати, забегу немного вперед, я не знаю, в чем там прикол, но, видимо, может, с мотоциклами. У нас, допустим, вот на Гусе Дима, да, он, получается, у него более читаемый номер. У него подороже пришла оплата, у меня там в районе 390 рублей пришла оплата именно на госуслуги. Поэтому, ну, не знаю как, где-то, видимо, какие-то камеры ловят, и фотографии просто обалденной четкости. Ну, там, я не знаю, можно хоть на паспорт фотографироваться. Ну, а тем временем, пока мы болтали с вами, в общем, мы уже добрались до региона вот этого Крымского моста. И здесь уже вот такие вот, получается, развязки. Тут на 3 полосы делятся. Дополнительный досмотр, обычный досмотр и автобусы. Ну, получается, по известным причинам я сильно много тут видео по Крымскому мосту не буду вставлять, чтобы не привлекать к себе внимание и, в принципе, к самому Крымскому мосту. В общем, проехали мы его довольно-таки быстро, с небольшим казусом. Ну, в принципе, все обошлось хорошо. Добро пожаловать в Крым! Ну и как вы? Поехали, вот там есть эта заправка, и на ней такая большая парковка. Там остановимся, перекусим и поехали. Давай, сейчас я собираюсь. Ну езжайте, я сейчас подъеду тогда. Как вы поняли, мы уже едем по самой Тавриде. Вот захотели съехать на одну из заправок. Здесь, в принципе, в самом начале, после моста, справа заправка. Довольно-таки очень хорошая, качественная. Они очень часто будут встречаться, эти атаны, они довольно-таки хорошие. Но единственный недостаток, как видите, мы на нем не остановились, только заправились и, в принципе, поехали чуть дальше искать просто стояночные места. Что ты там наварил? Еду готовлю вообще. Что-то вкусненькое будет. Туша. Димона уже все готово. Да. Камеру вырубай. Ира, поднимайся давай! Ну, в общем, как вы могли заметить, нас припрессовал немного дождик, поэтому нам пришлось одеть дождевики. И, по сути, большую часть Тавриды мы ее не снимали. Хотя, если кто-то ездил по Тавриде, должны понимать, что это реально трасса для засыпания. Я не знаю, как кто, но мы реально на ней... Там глазу не за что зацепиться. Вот едешь на ней, просто дремешь. И поэтому вот мы уже дождь проехали и уже подъезжаем ближе к Симферополю. Это вот здесь Белые скалы, это место называется. Куда уходит? А вот это что такое? Подожди. Вот сюда и поехали. Сюда езжай.
В общем, белые скалы мы видим, а как к ним проехать мы не понимаем. Потому что чем ближе к Симферополю, Севастополю, этим двум городам, тем хуже ловит GPS-навигатор. Мы как-то уже подъезжали сюда, к белым скалам, к этим. Поэтому мы уже, в принципе, так по наитию поехали. Я говорю, ребята, я примерно знаю, куда ехать. И рванули смотреть эту шикарную достопримечательность. Дальше только отошла. А ну, Димка, да. Быстрее, Корсов меня лежит. Дим, ну отойди. Он тебя откусит. О, у меня телефон сидит. Нет, Зай, ты вот это вообще придумал ерунду. Зая, ты ерунду придумал. Садись сюда. Кусает. А говорит, типа, свали. В общем, если вкратце, получается, ориентируйтесь на ранчо Ковбой. Там довольно-таки интересная локация, там и на лошадях можно покататься, и даже жилье снять у них. Да, в принципе, там помимо этого вокруг много тоже кто сдает. Ну и погулять и посмотреть, как видите, мы там эту конюшню облюбовали. В принципе, много где можно и бесплатно погулять, походить, посмотреть. И дорога, ориентируйтесь, вот такое вот бездорожье, но в принципе без проблем мы на голде проехали. Там какие-то были моменты, но не особо страшные. Даже больше гусевод пугался, чем мы на голде. И как видите, мы уже в самом Севастополе. Ну не обращайте на те моменты, что сейчас мы уже едем с голдоводами, да. Я вам сейчас расскажу историю, как там все произошло. Мы, получается, заехали в Севастополь. Я уже вижу, что там справа получается мойка. Я говорю, давайте остановимся, на мойку заедем. Смотрю, вроде машины стоят. Ну так, между машинами проехал. Раз туда свободная, никто не заезжает. Там мужик какой-то подбежал. Ты почему без очереди? Хотя этот... И сказал мне, говорит, все равно эта мойка не работает. Ну и в общем, пока я с этим мужиком конетелился, мне супруга говорит, вон, посмотри. Ну, получается, по интеркому мы общаемся все время. Она говорит, вон, смотри, какие-то голдоводы подъехали. Я говорю... Спроси хотя бы, куда они едут. Это, походу, те, которые, ну, отсюда со всей России приехали. Она раз подошла, говорит, да там, походу, Киба. Я говорю, этот, президент, что ли? Да, реально, подходим, а там, получается, президент Голдвин-клуба города Москва. Ну и, в общем, мы с ними поговорили. Я говорю, вы знаете, как в центр проехать? Они говорят, мы тоже не знаем, навигаторы не работают. Короче, крутились, поехали колонны. И пока ехали, встретили одного индуриста и попросили его в центр нас проводить. И уже, как видите, мы добрались до центра. Пойдем. Бояр, мы нашли уже. Какой? Паспорту. Какой? Я уже забыл. Блин, открывай. 2350. Давай. О, О, у нас есть ключи. и от этого. Пойдемте за сокровищами. Надо пойти ворота открыть. Теперь можно открыть ворота. Да, наконец-таки мы добрались до Севастополя. У кого-то это первый дальняк в своей жизни. Да. А у тебя первый дальняк, Серый? Я ездил в этом фотографии. На мотоцикле? Да, это все не Я правда. Не верьте. Давайте. я ездил в Ставрополь. Пьем кока-колу, а люди воды зачем-то себе налили. Да, 2 дня постоянно. 2 дня постоянно мы живем. О, девушка, вы здесь точно все знаете. Зарбазан где? Царь-базар? Да. Вот получается за вот этим вот всем зданием. Китайская кухня. Вот сюда налево. Нет, Зарбазан. Нет, это чайхана, правильно? Нет, Нет, это Зарбазан. Какое-то кафе Зарбазан нужен. По-моему, это чайхана и есть. Один раз прошли буквы, второй раз. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я уже забегала. На Москве 20 лет встречались. Да. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую. Добрый вечер. И вам добрый вечер. А здесь кормят, да, я так понял? Да. Ну, Приветствую. наконец-то. Ну, Заходите. садитесь. Все отлично, понял. Марина, вы как-то связаны, я чувствую. Самое интересное, мы все пишем. Ё-моё, я не претендую даже, мы всего лишь 17 лет. Ирина. Приветствую. Это Миша. Сачей. Это ихний, кубанские. Да, да, да. Не-не-не, я в руках. Я нормально, я в руках. Он все в руках и держит. А я даже не собирался. Все, спасибо Ребята, большое. от души. Спасибо большое, вот реально спасибо. Парни, за нас. Я так и не понял, кого с Калининграда мне поцеловать. Мне полковник передать привет. Ну, мототуристы, мотопутешествия. Больше нас никто не ездит. Реально, никто не ездит. Никто не ездит. Так приятно. Спасибо, выключай ты уже. Выключай уже этот контент для домашнего видео. В общем, на такой прекрасный нас ужин позвали ребята из клуба Goldwing Club. Поэтому мы им очень благодарны. Ну, я вам скажу, это шикарное завершение до сегодняшнего дня. Когда мы сегодня в 6 утра выехали, и уже бах, мы в Севастополе в такой шикарной компании. В общем, ну, провели обалденно этот день, очень такой интенсивный, запоминающийся. Поэтому, в принципе, нам завтра уже на пробег, нас пригласили тоже в пробеге поучаствовать. Поэтому мы уже рвем когти в сторону дома. Так, ну что, вот и наступил День Великой Победы, 9 мая. Поскольку вчера мы довольно-таки плотно общались с ребятами из Goldwing Club, поэтому мы договорились с ними, что в 10 часов сбор в самом центре. Вообще, конечно, Севастополь сам по себе город очень запутанный в плане дорог. Там реально, ну, как обычно, знаете, такой нарезки тут нету. Тут все улицы, они повернуты, развернуты, поворачивают налево, направо. Не знаю, очень мало обозначений на углах зданий, допустим, повороты. Это мы вот, получается, в центр ехали, реально здесь немного заблудились, уперлись вообще, тут кирпич, пришлось поехать по такой вот дороге. И кое-как по наитию уже несколько раз останавливались, мы все-таки выехали к центру. Ну, на удивление, мы, кстати, одни из первых приехали на место сбора. Пока мы там петляли по улицам, нам мотоциклов 10 уже на хвост присело, думали, мы реально тут самые умные и везде знаем короткую дорогу. Ну, в принципе, по наитию мы выехали сюда, на центральную площадь. Мы сначала, как говорится, ну, не понимали, что и как здесь парковаться, а потом уже, получается, начали подтягиваться президенты, ну, разных регионов, и уже здесь колонна начала формироваться. Изначально нас чуть-чуть там охрана какого-то здания пыталась чуть подвинуть. Но уже когда они увидели, какая колонна нас, а здесь реально нас такая колонна серьезная собралась. Ну, на самом деле было очень приятно. Да и, в принципе, и народ был рад. Я, кстати, самое главное забыл вам сказать, что на этот день все официальные гуляния отменили. Поэтому мы для жителей города были таким, ну, довольно-таки очень приятным неофициальным мероприятием. Да и в принципе сюда ребята уже начали подтягиваться с 7 числа, мы-то на день позже выехали, ну, в связи с работой. И здесь уже не раз публиковались статьи о том, что вот люди со всей России подтянулись вот в Севастополь отметить 9 мая. Ну, довольно-таки очень приятно. И потом после пробега 9 мая тоже публиковали об этом пробеге очень много статей, именно севастопольские новости об этом несколько раз писали. Ну, очень приятно. Это еще, опять же, вот сейчас вы видите, это еще не вся колонна собралась. Вот официальная, кстати, клубная символика. Это вот флаги Goldwing Club Russia. Пока люди собирались на площади, решили прогуляться в сторону набережной, но тут уже патрули стоят, ну и в связи со сложившейся ситуацией нам запретили набережную снимать, ну, поскольку там, в принципе, корабли видно, там еще что-то.
Это мы все-таки решили поднарядить себя и наши мотоциклы, поскольку со Ставрополя не привезли с собой никаких флагов. Решили здесь подзакупиться ими. Ну, чтобы поехать красивыми и нарядными. Это вот, кстати, да, местное телевидение тоже приехало, попросило президентов дать интервью. Ну, довольно-таки интересно, масштабное мероприятие получилось. Ну, Дмитрий тоже решил не отставать от всех, решил тоже себе мотоцикл поднарядить. А пока мы здесь все собирались, веселились, я же говорю, тут помимо нас вот такие автопробеги, они просто не заканчивались. Ну, все-таки, как ни крути, это центр города. Иди, ложи цветочки. Там ищем? Мы все поместили. Мой есть, да. А можно на мой? Так. Давай, еще, спасибо. Давай свой. Вот, фотоаппарат ушел. И пока мы отправляемся в сторону пробега, хотелось бы все-таки подчеркнуть вот этот момент с возложением цветов. Огромная благодарность организаторам, что не забыли, что почтили именно вот так цветами. Ну, это было реально очень приятно. Поэтому там, на этом видео, даже на этих моментах, мне, в принципе, и добавлять-то нечего. Поэтому еще раз подчеркну громадное спасибо и уважение всем, кто реально откликнулся, приехал и почтил память погибших и участников Великой Отечественной войны. Ну а дальше хочется просто вот без лишних разговоров, как говорится, моя любимая рубрика No Comments, отпустить и показать, вот как он прошел этот пробег, как ну, все было на самом деле и реакция людей. Со слезами на глазах. Со слезами на глазах.
В общем, дали мы 2 круга по центру и уже после центра рванули на пробег, получается, уже за город. Честно говоря, мы даже и не знали, куда мы направляемся. А потом, когда уже выяснилось, мы ехали в сторону Сапун-горы. На самом деле, возле этого мемориала мы никогда не были. Ну, не знаю, как памятник, да, здесь действительно были жесточайшие бои. И поэтому, ну, здесь, кстати, я был очень удивлен. На 9 мая здесь реально очень много было людей. Не знаю, связано ли это с тем, что были отменены вот эти все основные гуляния, там, фейерверки и сам парад. Но реально здесь было очень много людей. Ну, так, довольно-таки очень интересное место. Здесь представлено очень много разных экземпляров военной техники. Вот, кстати, сейчас можете обратить внимание, да, Катюшу прошли. Это как раз-таки вот часть обороны этой Сапун-горы. Ну и, в принципе, ну, довольно-таки интересно здесь походить, побродить, посмотреть вот эти моменты исторические. Ну и все уже сюда добравшись, решили вот сделать такую, как обычно, общую фотографию. Ну, вот таких моментов реконструкции, да, вот этих всех боев, получается, и вообще, как здесь было все устроено, очень много на этой горе, получается. И здесь, как вы видите, еще вот, помимо, есть такие вот очень эпичные такие реконструкции. Ну и, честно говоря, не знаю, как вы, но если бы не громадная очередь, я бы, наверное, с удовольствием покатался на этом танке. Не знаю, они так эпично тарахтели и так прикольно ездили. Ну, в общем, слава богу, очередь меня остановила. Ну и, в принципе, супруга тоже. Ну, а мы тем временем, уже нагулявшись вдоволь на Сапун-горе, как видите, рванули уже в сторону следующей достопримечательности. Об этой достопримечательности мы знали, нам говорили, что мы поедем в сторону Херсонеса. А чем знаменито это место? Это тем, что в 988 году князь Владимир принял крещение здесь. И, ну, это опять же по преданию, да, крестился он в этом как раз таки Херсонесе. И, соответственно, отсюда и пошло православие на Руси. Опять же, сам Херсонес Таврический мы уже посещали здесь. Мне сама, в принципе, эта локация очень нравится. Она находится на берегу моря. Ну, там погулять очень симпатично. Единственное, что знаю, вход там был платный. Ну, опять же, я не помню стоимость, да, по которой мы ходили и по которой сейчас мы пойдем, честно говоря. Ну, а тем временем мы уже паркуемся, и паркуемся мы совершенно у какого-то нового места. Я, честно говоря, был очень удивлен. Ну, сейчас я немного вас отвлеку, это как раз таки вот мы быстренько так на таймлапсе решили снять ту колонну, да, которая, в принципе, это, опять же, забегу вперед, скажу, что это уже, наверное, часть мотоциклов отсеялась, потому что подустали уже слегка. Ну и, в общем, пошли мы прогуливаться по вот этой новой территории, и, честно говоря, нашему, ну, удивлению не было предела. Реально настолько красивейший, они там музейно-храмовый комплекс отбахали. Ну, это просто не передать. Там, ну, просто там и 3 музея, амфитеатр, храмы разные, лавки, ну, объекты разные. Опять же, там они речку сделали, там с рыбками, со всякими. Ну, конечно, нас очень поразил. Это вот, получается, вот такой вот открытый храм. Это, ну, реально он очень красиво смотрится. Здесь вот это сейчас музей. Вот эти все скульптуры, они настолько все сделаны, ну, детализированно. Если, ну, сейчас по видео не особо видно, как бы, то все-таки, когда подходишь ближе, понимаешь, насколько проработана каждая деталь вот этой всякой различной скульптуры на фонтане, там, возле здания. Ну, блин, это реально, ну, не передать. И вот он, кстати, это храм-парк под открытым небом. Это первый в мире храм, не имеющий стен. Ну, блин, тут даже я не удержусь, скажу свое слово паразит, это колоссальная конструкция. И насколько я понял, ну, это опять же со слов, да, людей, которые с нами там гуляли, что это все они отстроили за какие-то там 2 года буквально. Вот, ну, храм меня очень поразил. Ну и опять же, вот детальность всех вот этих вот моментов и в этом парке. И опять же, вот этот амфитеатр, там что-то в районе 1200 мест здесь в этом амфитеатре. Какие-то сейчас легкие там гуляния, ну просто там выступающие. Это мы уже подходим к самому Херсонесу Таврическому, да, вот это более историческая часть.
Это вот как раз-таки Свято-Владимирский собор, да, после реконструкции довольно-таки... Ну, я не знаю, мы его видели лет 5-7 назад. В принципе, ну, нам тоже все здесь очень понравилось. Опять же, ну, мы чуть позже туда зайдем. Внутри, конечно, это, ну, отдельная история про него. И здесь мы уже с вами вышли. Это, она так называется, ротонда в Херсонесе, получается. Ну, это вот как раз-таки вот эти все фундаменты, которые остались от старого города. Опять же, там с маленькими изображениями макетов, как это все было. Ну, очень красивое место. Здесь погулять довольно-таки... Сюда, конечно, надо не так, как мы, как бременские музыканты. Мы к вам заехали на час. Здесь очень много различных тропинок и достопримечательностей. Здесь прям дня 2 смело можно погулять, ну, спокойно. Ну и, конечно, если узнали, напишите в комментариях, на какой купюре изображено это место. Ну и, в общем, по территории мы уже довольно-таки Херсонеса хорошо погуляли, и поэтому решили вернуться опять же к Владимирскому собору. Ведь все-таки, как ни крути, хотелось бы показать вам, насколько, ну, реально красиво и сделано там вот, ну, исполнение само вот это вот внутри. Ну, опять же, сейчас вы увидите, инженерная вот эта иконописью, наверное, нельзя назвать. Ну, опять же, я не берусь утверждать, да, но сейчас вы обратите внимание, что насколько здесь все красиво сделано именно мозаичной кладкой, наверное, вот правильно вот так это назвать. Ну, очень красиво. Опять же, вот все эти, ну, непривычно. В первую очередь, это непривычно. Здесь все, вот эта вся эта красота нарисована. Она нарисована этой мозаикой, получается. Единственное, лики, да, святых, они здесь нарисованные. А остальное все сделано из мозаики. Ну, не передать действительно этой красоты и инженерной, может быть, сказать, мысли. В общем, тот, кто был инициатором этой идеи, да, я отдаю ему большую дань и уважение. Реально получилось очень красиво. Ну, опять же, обратите внимание сами. И вот еще буквально немного, пару слов. Это купель. Купель здесь это вообще отдельное произведение искусства. Здесь, получается, вот можно испить святой воды, да, и вот она сама купель для, я так думаю, что, скорее всего, для крещения. Ну, это реально отдельное произведение искусства. Ну а мы понемногу начали уже двигаться в сторону стоянки наших мотоциклов. И опять же, здесь просто так с этого комплекса нельзя уйти. Вы посмотрите, да, какие здесь вот эти вот картины. Они опять же отлиты из какой-то латуни или меди. Детализация сумасшедшая. В каждой там заложен глубокий смысл. Там где-то крещение Руси, где-то там Петр Первый отображен. Ну, это просто реально не передать. И меня, честно говоря, уже даже начали друзья ругать. Да сколько можно рассматривать просто картину. Я говорю, да вы подойдите, посмотрите эту невероятную детализацию. Блин, я вот реально, если там еще раз окажусь, я, наверное, еще полчаса заложу на глазение, простите меня, на эти картины. Ну, тем не менее, как говорится, мы уже рванули в сторону дома. Ну а мы тем временем, как вы можете уже видеть, припарковали свои мотоциклы и пошли гулять по набережной Севастополя. Этот Дмитрий не удержался и у здешнего художника решил вот такую картину себе приобрести. Ну, опять же, как он утверждает, все сделано своими руками. Спорить не будем, доверяем людям. Поэтому Дмитрий приобрел картину, а мы движемся дальше. Ну, тут, в принципе, кстати, ну, я вот этот арт люблю, реально уличный. Очень, ну, такой, как придает колорит, да. Вот такой котик тут пожертвования собирает, а мужчина тем временем с проходящими мимо в шахматы играет. Это, кстати, на сегодня, как нам рассказали, единственное гражданское судно, которое двигается здесь, вот такой паром. Ну, а мы тем временем продолжаем дальше наше движение и движемся уже в сторону ближе к центральной набережной. Ну, мест, конечно, тут погулять реально. Довольно-таки большая набережная. Достопримечательностей много, такие вот, ну, уже мы здесь, опять же, повторюсь, не раз были, наткнулись на вот такие вот интересные гуляния. Тем, кому плюс 40, ну, я, в принципе, тоже влился в эту банду. Желаю, В общем, наш друг сильно устал, у него разболелись ноги, и мы решили проводить его домой. И потом погулять немного по Севастополю.
Ну и вы не поверите, кого мы снова встретили. Если вопрос какой-то... Дождим, говорит, более я продам своего. На что? Гуся. Гуся продам. да. Я продам и куплю голду. Обязательно. Обязательно. Вы когда А то я поедете? уже... Во сколько? Ну, как проснемся, решили, короче. Походу Да, у нас из-за теперь спасибо, Серега. из-за Сереги, который, да, он посыпался. На плечи, нет, я не другой. Быть таким ранимым и не верить поутру трелем соловьиным. Да, лишние места протерты. Как бы это ни звучало. Мы как приличные байкеры даже взяли всего одну бутылку шампанского и ту даже не выпили. Как долго копаются. Не помещается. Всё. Ключики спрятаны. Ну, в общем, главный квест посещения Севастополя мы прошли. С кем надо, получается, мы встретились. Что хотели, мы посетили. И по планам у нас сейчас мы хотим помчаться из Севастополя до Геленджика. В Геленджике переночевать и уже там погулять по набережной и рвануть в сторону дома. Как вы уже могли не раз замечать, что у нас левые фары не горят, и все-таки мы решили остановиться на очередной заправке. Ведь на всех других, на которых мы останавливались, нигде лампочек H7 почему-то не было. Ну и праздники, автомобильные магазины не работали, реально. Ну, хотелось бы, конечно, ее все-таки поменять. Несмотря на то, что, ну, не планировали мы, конечно, ночью ехать, но все равно. В общем, долго поковырявшись в своем мотоцикле, оказывается, я потом дома ради интереса заказал уже хорошие лампочки. И ради интереса просто, ну, без вот этой толстой куртки поменял их намного быстрее. Там просто реально надо было просто не лениться и куртку снять. В общем, поменяли мы мою лампочку и хотели поменять уже лампочку у Сергея на мотоцикле. А получается, когда я туда полез, а там оказался ксенон. И там такие блоки. В общем, я пошевелил, она местами начала хотя бы просто зажигаться через раз. Поэтому, в принципе, ну, можно сказать, что наладили светы на этом мотоцикле. Так, ну а теперь вкратце информация, как говорится, по делу. И отвечаю на главный вопрос. Как же мы все-таки выбрались из Севастополя без навигатора? В общем, смотрите, на пробеге 9 мая мне Яндекс.Навигатор предложил скачать офлайн карты. И я выкачал, получается, сам Севастополь и Крым. И отключил интернет. И без интернета, но почему-то включался Wi-Fi. Без интернета, со включенным вот GPS, офлайн карты реально вообще работали, ну, в 90% путешествия по Севастополю. И мы уже потом, да, если куда-то надо было в какую-то точку проскочить, я вообще без проблем ставил точку. И мы ехали уже вообще не волнуясь. Ну, я же говорю, не знаю почему, но вот так вот сработала, ну, карта. А по-другому вообще вариантов нет, карты не работали никакие и никак. Ну, а тем временем, пока я вам рассказывал про этот лайфхак, ну, опять же, может, у кого-то он сработает, у кого-то нет, не берусь утверждать, но возьмите на заметку. Мы уже подъезжаем к базе ночных волков. И я думаю, что многие, кто сюда путешествовал, знают здесь это большой мотофестиваль здесь проходит, получается, в августе. Ну, а поскольку у нас некоторые люди здесь не были, решили остановиться и посмотреть поподробнее еще раз. Так, ну что, мы приехали на базу ночных волков. Это вот байк-шоу здесь. Сейчас быстренько в музей зайдем, посмотрим. Кто-то уже киску гладит. Тут все красиво. Экспонаты разные. Сейчас пойдем. Ребята из нашей команды. Тут Ирина. Быстренько показали золотой бык какой-то. Мы здесь быстренько и дальше помчимся.
Ну, в этом теплоходе мы уже фотографировались. О, интересная штука, мы такой не видели. Действительно ли это спускалось из космоса? Да, смотрите, спускаемый аппарат Союз МС-04, МС-04. Прикольно, этого, кстати, не было. Подарили, наверное, им. В общем, небольшая вставочка про спускаемый аппарат. Здесь, скорее всего, парашюты. Я так понимаю, они сняли оболочку какую-то защитную. Столько всяких разъемов, ё-моё. Я, честно говоря, первый раз лично вживую вижу такую штуку. И попробуем сейчас туда заглянуть. Ну, максимум 2 человека, наверное, здесь. И вот еще парашюты. В общем, ну, мне эта штука очень понравилась. Прикольный экспонат. Я даже не знаю, что это такое. Ну, кстати, друзья, я вам скажу, с последнего нашего посещения этого мероприятия здесь экспонатов прям поприбавилось. Ну, опять же, они эти все экспонаты сохраняют, да, вот эти все выступления, что у них здесь проходят, довольно-таки масштабные. Ну, хотелось бы как-то, конечно, попасть, но все никак по времени не получается. И вот получается, после этих выступлений всех, они эти экспонаты здесь для себя сохраняют. И, посмотрев основные достопримечательности, решили не затягивать и рванули дальше. Ведь путь у нас все-таки не близкий, и ехать нам еще до Геленджика. Да, по километражу немного, но мы запланировали ехать по старой дороге, поэтому максимально по старой дороге до Судака, до самого. И оттуда выскакивать на уже основную трассу, и получается по основной трассе уже рвать когти до самого Геленджика. Но это, опять же, это, повторюсь, только планы. Еще хотели мы, конечно, заехать на пару достопримечательностей, посмотреть по дороге. Опять же, повторюсь, то, что у нас с нами поехал Дмитрий, да, и он ни разу здесь не был по этой дороге, поэтому и приняли решение. Ведь на самом деле дорога очень, реально очень красивая. Особенно здесь, получается, от Севастополя, и здесь по над морем поехал. Здесь вот эти скалы, обрывы такие, ну, очень эпичный маршрут. И пока мы наслаждались этими прекрасными видами, все-таки нас встретил уже здесь наш любимый товарищ Дождь. И, конечно, что же мы будем за мотоциклисты, да, если не будем готовы к дождю. Хотели, конечно, немного пораньше, ну, съехать куда-то, но дорога такая, там много мостов, там, получается, таких особых остановок не было. Вот ближайшая, ну, конечно, дождик уже довольно-таки сильно припускал, поэтому одевались немного по дождю. И вот я вам скажу, на той стороне стоит автомобиль, и мы такие одеваемся, поворачиваемся, и мне супруга говорит: посмотри, да там вон скалолазы какие-то лазят. На самом деле поворачиваемся, да, там пара скалолазов, может быть и больше, но мы только вот двоих увидели. И мы такие сразу подумали, ну что за маньяки, в дождь, на скалу лезут. И я представляю их мысли, да, когда они там лазят где-то на скале, там не сильно их дождь может быть и мочит, и мы проезжаем, и они скажут: ну что за дураки, поехали на мотоцикле в такой ливень. Ну, это вот такое немного лирическое отступление. Опять же, у каждого свое путешествие, свой кайф, свой драйв получается. Поэтому каждый свой путь выбирает сам. Ну и, в общем, тем временем, пока мы хотели... Ну, конечно, хотелось здесь реально насладиться дорогой. Дождь немного подпортил эту ситуацию. Ведь, по сути, мы хотели еще заехать на Айпетри. И, ну, я прям хотел, вот прям настаивал. Я говорю, давайте все-таки свернем на Айпетри. Но решили, уже доедем до этого места и будем уже определяться по факту. И, в общем, ну, что я вам еще хотел добавить, да, в эту мокрую дождливую погоду. Это экипировка. Дождевики реально нас в путешествии спасают. Он бывает местами, конечно, такой ливень припускал. Ну, это мы вот там выезжаем где-то, пытаемся снимать, когда уже не сильно ливень не льет. Хотя бы удобно. А так вот, ну, заливал местами очень сильно. И туман этот опускался, несмотря на то, что день, все равно бывало вот, ну, едешь как будто бы ночью. Ну, опять же, вот мы, допустим, мы не унываем от таких, да, моментов, когда у нас какая-то вот непогода такая, вот стараемся, наоборот, ну, выхватить какие-то моменты здесь, в плане того, что
Мы здесь уже ездили в солнечную погоду, уже видели, как это все, конечно, в солнечную погоду выглядит. А в такую вот дождливую, допустим, мы здесь не ездили. И поэтому, ну, очень интересно бывает иногда, когда облака обволакивают, да, вот эти какие-то горы здесь. Я же говорю, очень гористая, красивая местность. Поэтому, ну, мы таких пейзажей здесь не видели, поэтому с удовольствием наслаждаемся и этим. Ну, конечно, единственное, мои товарищи по путешествию меня немного ненавидят за то, что я в такие моменты начинаю тошнить. Но опять же, я слегка немного побаиваюсь аквапланирования на мотоцикле. Это все-таки опасная для него вещь. И начинаю ехать довольно-таки медленно. Ну, опять же, не крадусь, но все равно. Ну, вот у меня получается в районе 80 средняя скорость. Да, когда вижу какие-то глубокие реально лужи реки, грубо говоря, то сбрасываю до 60. Ну, в общем, пока мы с вами проболтали, уже дело у нас к обеду. И мы уже давно присматриваем себе кафешку. А с кафешками сейчас в этот период очень, ну, проблематично. Поэтому, в принципе, вот одну из попавшихся мы увидели и сразу решили остановиться. В общем, одолел нас уже дождь. Еле нашли кафешечку. Вот такую вот кафешечку нашли мы. Остановились. Приятное свидание. Гурзуф остановка. Так, на заметку вам. Потому что, блин, какая-то напряженка. Видимо, еще не туристический сезон. Поэтому все кафешки закрыты. Внутри народу просто капец. Все столы заняты. Но моя рекомендация. Вот здесь берете шикарнейшие такие вот тут самсу продают. Бублики с начинкой. Бублики тоже прикольные. Самса больше всего понравилось. И берете, если там занято, садитесь здесь. Можно, кстати, по меню заказать. В этом кафе заказываете по меню. Сидите вот здесь, кофе тайм. Это, я так понял, что одно место. И вот потом можно выйти с таким видом красивым. Тут пофотографироваться. Ну, кстати, реально красиво. Ну, в общем, пошли чай пить. Уже без меня все доели. Вот Димка уже 6-й чай выпивает, замерз тоже. Ну, в общем, хотели мы так слегка перекусить, а на самом деле налупились, конечно, вдоволь. И даже не расстроились, то, что в основном меню ничего не заказали. Ну, в том ресторане, который был напротив, который полностью забитый был. Потому что, я вам скажу, ну, достаточно тех пончиков, которые они вот эти делают с мясом, с сыром. Начинка обалденная, я потом локацию оставлю обязательно. Для ориентира. Если будете там проезжать, то заедьте. Ну, кому интересно, опять же. И опять же, как я уже говорил, да, мы ехали, довольно-таки продрогли неплохо прям. Потому что на всем протяжении сегодняшнего маршрута, я вам сразу скажу, температура не поднималась выше 14 градусов ни разу. Местами где-то было 10 градусов. И вот когда едешь, ну, такой продолжительный маршрут, да, по километражу он не длинный, но здесь эти серпантины, ремонты дорог. Опять же, где-то дождь нас довольно-таки очень сильно притормаживал. И мы, получается, едем, реально уже продрогли. Это хорошо, что мы не топили в этот день, там, грубо говоря, где-то по трассе. Я думаю, там бы мы еще быстрее бы замерзли. И вот такой кафешки как раз не хватало. Но, видите, не сильно, как получается, да, в мае такие вот кафешки, ну, в работу пускают еще. Видимо, не сезон еще. И мы, я же говорю, так с удовольствием в этой кафешке чайка попили там. Ну, реально отогреться в таком пути, маршруте, да, когда ты промерз, это, ну, дорогого стоит. Либо останавливаться надо было, какой-то чай заваривать. Вы понимаете, насколько это бы затянулось путешествие. Ну, а тем временем, анализируя уже время, да, и пройденный маршрут, я уже понимаю, что, в принципе, варианта сегодня до Геленджика у нас доехать просто никакого нету. Если нам просто хотя бы, ну, с Крыма выехать, и то я боюсь, что мы сегодня реально не успеем, потому что, ну, просаживаемся по скорости очень здорово. И местами реально, ну, такие красивые места, что, ну, хочется притормозить где-то, насладиться дорогой. И потихонечку я уже вынашиваю коварный план изменить нашу остановку не Геленджик, а перед Судаком есть такой населенный пункт Веселое.
И я знаю, там довольно-таки очень такую тихую гостиницу. Ну, расположение у нее довольно-таки тихое. Она находится на краю села. И знаю точно, что там как раз сейчас работает та женщина, которая уж точно будет рада нас видеть и в обиде не оставит, и точно разместит. Поэтому решил при ближайшей остановке друзьям сообщить об изменении нашего маршрута и спланировать наш сегодняшний вечер в этой гостинице. На данный момент, как вы можете видеть, мы уже Алушту проехали и едем уже по совсем старой дороге, которая ведет как раз таки к Судаку. И здесь, в районе Рыбачьего, я планировал там в Рыбачьем остановиться. Ну, может быть, какого-нибудь мяска взять, там вечером пожарить. Ну, по планам было, да, или что-то вообще закупить на вечер, на какой-то на ужин. И тут я вспомнил, что в селе Малореченское есть довольно-таки очень знаменитая достопримечательность, которую мы всегда проезжали. Но проезжали не от того, что не хотели на нее заехать, да, а от того, что она все время была закрыта. И вы не поверите, в этот раз нам удивительно очень повезло. Эта достопримечательность была открыта. И я вам сейчас расскажу, что это храм-маяк святителя Николая Чудотворца. Вот он, вы сейчас как раз можете его наблюдать. Ну, это на самом деле такая для меня достопримечательность. Да, конечно, это, в любом случае, это не только достопримечательность, это храм. Помимо этого, как вы можете видеть, здесь еще, довольно-таки очень красивая смотровая. Конечно, нашему счастью не было предела. Мы давно хотели его посетить, а тут такая удача. Поэтому мы быстрее спешились с мотоциклов и помчались осматривать эту красоту. Ну что, пойдемте посмотрим музей Маяк. Нет, простите, церковь Маяк, да, правильно? Угу. А птички как поют? Как? Так, ну что я вам скажу, конечно, место просто пушка. Наверное, даже так немного неприлично говорить, но реально так все красиво. Тут еще куча всяких вот таких инсталляций в виде якорей. Вот, посмотрите, как тут симпатично все оформлено. Внизу тут вид такой открывается. Там на горизонте Алушта получается у нас. Здесь внизу музей катастроф на водах. Но он закрыт еще. Или уже. Тут сколько раз проезжали здесь, кстати, мимо. Всегда не получалось сюда зайти. Все было закрыто. А сегодня прям подфартило нам, несмотря на такую плохую погоду. Все равно очень рада, что сюда заехали. Итак, друзьям я уже рассказал о своем новом маршруте. В принципе, все поддержали его. Ну и это, по сути, логично, да, в нашей ситуации, исходя из времени. Ну и, в общем, мы помчались наслаждаться этой старой красивой дорогой.
значит голодная. Там прям лежанка уже целая. Ну, я же говорю, видишь, у нее там прям 2 лапки перебиты. Все, пошла ханерить. Ну, кинь ей там тоже и поехали дальше. Конечно, будет. Если она хлеб ест, колбасу тем более будет. Да я вижу, они прям каштановые. Почему-то ты ей нравишься, а я нет. Что? Положил сюда? Так, ну все собаки покормлены, поехали дальше. В общем, не смог не удержаться, не вставить это видео с собакой, потому что, ну, мы остановились там просто вот ребят поснимать, а на самом деле там, ну, собака реально с такими глазами, вот как видели, у нее шерсть такая рыжая-рыжая. Вот у нее точно такие же глаза, я вообще был просто в восторге от нее. Ну, покормили чуть-чуть ее, там, как видели, и отправились дальше в путь. Кстати, локацию, где живет это, по крайней мере, где мы встретили эту собаку, я тоже оставлю обязательно в описании. Поэтому, если будете проезжать, обязательно покормите эту красотулю. Ну, а тем временем, как вы можете видеть, уже солнце приближается к горизонту. Ну и мы, в принципе, уже тоже приближаемся к нашей цели. Мы уже подъезжаем к поселку Веселое. И там перед поселком Веселым, кстати, на основной трассе, вот по которой мы как раз таки сейчас едем, есть магазин виноградного сока. Мы зашли, на дорожку подзакупились. Опять же, никакой рекомендации, просто, ну, это все на любителя. Мы для себя отметили напиток под названием Бастарда. Довольно терпкий и приятный на вкус. Поэтому, а вы уже там сами ориентируйтесь, как вам нравится. Ну, а тем временем, как вы можете видеть, мы уже подъезжаем к этой гостинице. Вот мы заселились. Наши мотоциклы припаркованы уже. Вот такой напиток осваиваем уже. Местный какой-то. Безалкогольный вроде, что ли. Сейчас поужинаем и пойдем погуляем. Тут еще какая-то набережная. Присаживайтесь, я Бобу. Вот. Тяжелая ситуация, жизненная. Да какая у тебя ситуация? Давайте. Я Ага, просто так. по любви вот такой. Что можно сделать? О, борщик нам сегодня, борщик. А стаканы ты? Можно я посмотрю? О, красота. С чесночком, с молодым. Так, Ирина. Ирина наливает борщик. А я за стакан. Все, мы... Вот, с каким классным видом мы сегодня ужинаем. Ух, нам даже... Ну, гляньте, тут сюда красота. Где-то там, Сюда. где-то там море. Там море. Мы сейчас на море на это поедем сейчас. Поэтому... Нет, зачем? Нас отвезет милая женщина на своей супермашине. Она, кстати, вместительная. 12-местная Kia Picanto. Да, поэтому... О, все, не могу. Я уже хочу как-то за борщ приняться, да. Вы проснулись, Ирина. Я рада. Доброе утро. Одно обнимает, одно обнимает. Зачем? Ты не падай. Ну ты там отъедешь чуть-чуть и этот. Дима нет? Дима не планирует уезжать? Кофе?
Дай вам капушу. Ну, в общем, вкратце вам расскажу, что никуда мы тем вечером не поехали. Это все из-за того, что все-таки решили больше поспать. Да и нас таким шикарным ужином накормили, поэтому, в принципе, уже никуда особо и двигаться даже не захотели. Поэтому мы решили выспаться и как можно раньше рвануть уже в сторону дома. Ну, конечно, обратите внимание, как заиграла красивая картинка, когда солнышко приподнялось, да? Но здесь, друзья, вот в Судаке мы заправились и поехали, получается, уже в сторону Тавриды. И когда я нажал на кнопочку посмотреть, сколько градусов за бортом, как говорится, мы все обалдели, потому что было 1,5 градуса. Мы реально, пока до Тавриды доехали, мы просто околели до невозможности. Ну, реально было очень холодно. Ну, правда, конечно, все пододелись, околели не сразу, но все равно на Тавриду мы выехали очень прям, ну, замерзли. Единственное, нас спасло на Тавриду, что мы, когда выехали, уже была реально плюсовая температура, и мы вот заскочили на ближайшую заправку, и, соответственно, там попили чайку, кофейку, и рванули уже в сторону Крымского моста. Опять же, в связи со сложившейся ситуацией особо выставлять Крымский мост здесь не буду. Как мы его проезжали, там все эти пункты досмотра. Ну, просто вот он мост, мы его проехали. Красивый, все нам понравилось. И поехали на следующую заправку. Что это за видеосъемка? От первого лица. Как умею. Колбаску доставай. Ну и в очередной раз перекусив, рванули дальше. Ну и уже здесь, как опытные, мы 2 мотоцикла за один раз проезжали. Вот этот пункт оплаты. Ну и смотрите, быстренько по Крымскому мосту расскажу. Конечно, туда мы проехали, ну, там сирена один раз сработала, нас развернули. Обратно, блин, девушка была со стажеркой. Она как давай к нам приставать. Говорит, у вас должно подниматься сиденье. Я говорю, это не скутер, оно не поднимается. Видите, болтами прикручено. Позвонила помощника. В общем, пока она там всех собрала консилиум, мы кое-как попытались ей доказать. Ну, в принципе, их работа, как бы, ни на что не претендую. Ну, это мы в очередной раз заехали в кафе, получается, перекусить, кто-то поспать, чуть-чуть отогреться и рванули дальше. В принципе, у нас уже дорога в сторону дома. Из интересного, о чем здесь хотелось бы рассказать, это кафе, которое мы облюбовали в районе населенного пункта Ладожское. Ну, опять же, один раз как-то мы заезжали в это кафе, ну, не придали особого значения, потому что особо негде было покушать. А в этот раз мы заехали, реально, мы настолько остались довольны. Нам от Ладожской 200 километров до дома, да, остается. И уже, опять же, в очередной раз мы, промерзнув, заказали там, ну, удивительное блюдо, к которому шел горячий бульон. И в охотку согрелись этим бульоном, ну, оттрапезничали с супер явствами, ну, очень остались довольны. Имею довольные лица. Спасительный бульончик пьем из говядины. Ну, выйдя из этого кафе, поняв, что дождь довольно-таки сильно уже начал припускать, мы решили сразу не затягивать, вот тут под навесом одеться и уже рвануть 200 километров одетыми полностью во всю максимальную экипировку, чтобы, опять же, не замерзнуть, потому что мы реально очень хорошо, повторюсь, согрелись. Бульончик нас спас просто бомбически. Ну, в общем, рванули мы уже в сторону дома. Ну, трасса, опять же, спокойная. Мы местами даже каких-то байкеров догоняли. Видимо, из байк-фестиваля ехали, потому что навьюченные тоже очень сильно были. Ну, мы уже к дождю привыкшие. Вот уже и Ставропольский край виднелся. Ну, единственное, конечно, я не знаю, за счет давления все-таки, ну, во время дождя очень сильно спать хочется. Мы реально местами, я говорю, созванивались по телефону. Как ты себя чувствуешь? Говорит, вырубает спать. Ну, в общем, уже мы в Ставропольском крае движемся в сторону дома.
Уже подъезжаем домой. Некоторые сдаются. Решили чуть покурить. А нам еще пилить и пилить. Дождик слегка прекратился. Но в принципе дом уже близко. 100 километров осталось примерно. Пойдем сейчас посидим на остановочке и поедем. Прощание. Как славяне 3 раза. Танцуйте! Танцуйте! Ну что, друзья, подвожу итоги нашего путешествия. Мы, как всегда, остались очень довольны. Ну, по крайней мере, мы. Не знаю, как вы. Поэтому, если кому-то понравилось, ставьте лайки. Будем рады вас видеть в следующих видео с комментариями. Ну, в общем, всем счастливо, удачи, пока, до встречи на дорогах.